Всем привет, с вами Banana Master. И сегодня мы делаем домашку по инпутам, таких типов как color и date. Первоначально, перед уроком, я уже создал всю HTML-верстку, которая потребуется мне для него. Вот она. И подключил все в JS. Также посоздавал функции и получал наши значения из полей ввода. Начнем с первой задачи. В ней нам нужно было создать input type number, вот он. В HTML я также его создал, можно заметить его вот здесь. И сделать такую логику. Когда я в это поле ввода ввожу какую-либо цифру и нажимаю на кнопку, то после этого действия мы ниже должны были увидеть введенную цифру плюс 5. Ну, то есть в данном случае я должен был увидеть 205. Если бы я ввел другую цифру, например, 120, то после такого клика я бы ниже увидел уже 125. Для решения этой задачи нам нужно было подключить все HTML-элементы, я это уже сделал. Также создал функцию и связал эту функцию с кнопкой. В самой функции я уже получаю то, что вводит пользователь в наше поле ввода. Делаю я это с помощью input.value. Также не забываем, что когда я забираю какие-либо данные из нашей HTML-страницы, они все находятся в типе данных string. И если я хочу преобразовать это в число, то я использую плюсик. Вот он. Перейдем к решению нашей задачи, а именно нам нужно вывести на экран. Значит, я беру дивчик и использую inner.html, чтобы это вывести. Введенный текст плюс 5. После данной конструкции я захочу его протестировать. Вписываю 200, нажимаю, вижу 205. Напишу еще 120, кликну 125. По итогу мы видим, что задача выполнена верно. Переходим ко второй задаче. В этой задаче нам нужно было создать два инпута, вот они, и при клике на кнопку выводить их разность. Ну, то есть первое минус второе. Ответ на это мне нужно вывести на экран. Значит, я использую input и говорю, что в его inner.html я буду присваивать следующее. Данные из первого поля ввода минус данные из второго поля ввода. По итогу этого решения, когда я захочу его проверить, я увижу, что оно уже считается правильным. То есть 200 минус 120 как раз у нас будет 80. Также хочу напомнить одну небольшую вещь. Из-за того, что я здесь использую минус, я могу вот тут плюсики поубирать. Надеюсь, вы помните почему, но я на всякий случай напомню. Минус– это такой оператор, который в программировании выполняет два действия. Первое– это преобразование типов. Он преобразовывает левое и правое выражение в число, а второе уже математическое. Ну, он математически будет считать это все. Если наводить это более дословно, то я напишу, например, 20 строкой минус 10 строкой. По итогу этого действия я получу 10 number. Перейдем к следующей задаче, а именно задача номер 3. В этой задаче мы уже будем работать с нашими новыми инпутами. В данном случае это input type date. Сразу напомню, как он работает. Это вот такой прямоугольник, по которому я могу нажать, и у нас выпадает окошко с датами. После чего я могу выбрать какую-либо дату. И как я ее выбрал, выбранная дата отрисовывается внутри нашего поля. По задаче нам нужно сделать так, что когда я выбрал какую-либо дату и нажал на кнопку, эту дату нужно отобразить ниже, то есть вот здесь. Решение данной задачи точно так же буду писать в теле функции. Значит, что нам нужно сделать? Первым делом нужно получить ту дату, которую пользователь выбрал. Это я уже сделал это в переменную v3. Следующее действие– это вывести на экран ту самую выбранную дату. Для этого я возьму наш HTML tag и скажу, что в его inner.html записываю v3. И после данного действия
Когда я выберу какую-либо дату и нажму на кнопку, увижу, что наша дата сюда перенеслась. Переходим к задаче номер 4. Для этой задачи первоначально мне нужно было в HTML создать тег-ул. Это я и сделал, вот он. Также я уже сразу же подключил в эту переменную. По задаче мне нужно сначала выбрать какую-либо дату, потом, когда я нажму на кнопку, создать ниже тег-ли. И в этот тег-ли положить нашу ранее выбранную дату. Важный момент, каждый новый клик добавляет новый элемент списка. Ну, то есть при каждом клике я буду добавлять новый ли с нашей новой датой. Решение этой задачи я буду писать точно так же в функции fun4, и в ней я также заранее уже подключил и получил данные из выбранного поля ввода. Начнем с того, что нам нужно вывести это на экран. Значит, я буду использовать наш список, и в него через inner.html я буду выводить следующее. Нам нужно создать тег-ли, поэтому я строкой и пишу тег-ли. Делаю вот так вот и говорю, что внутри нашего тега ли будет выбранная дата, то есть v4. После данного решения, если я проверю, это будет практически правильный ответ. Практически это потому, что при каждом клике оно будет мне перезаписывать нашу дату, но не добавлять как новую. Если я хочу, чтобы у меня к старому добавлялось новое, я сделаю одно очень маленькое изменение. Добавлю вот сюда перед равно плюсик. И все, после данного изменения наша задача уже сделана верно. Если я повыбираю разные даты и понажимаю на кнопку, при каждом клике эта дата будет добавляться ниже. Переходим к нашей следующей задаче, а именно задача номер 5. В этой задаче мы будем работать уже с другим инпутом typeColor. Визуально это вот такой прямоугольник, по которому я могу нажать, и у меня выпадет специальное окошко. В этом окошке я могу выбрать любой цвет. По задаче мне нужно при клике на кнопку вывести на экран, ну то есть ниже в дивчик, выбранный нами цвет в этом поле ввода. Решение буду писать в нашей функции fun5, и здесь, как мы можем заметить, я точно так же получил уже наш выбранный цвет в переменную v5. Как вы могли заметить, для того, чтобы получить какие-либо данные из нашего инпута, я всегда использую value. То есть, если я подключаю, допустим, выбранный цвет, то это input.value. Если я подключаю выбранную дату, это точно так же input.value. Или если я получаю вписанную цифру, точно такой же синтаксис input.value. То есть можете для себя сделать ассоциацию. Если нам нужно получить данные из поля ввода, то практически всегда это value. Вернемся к задаче. По ней нам нужно на экран выводить выбранный нами ранее цвет. Для этого я использую inner.html, чтобы вывести именно в дивчик наш. И в него я буду присваивать v5. И уже в данной конструкции, когда я захочу это проверить и кликнуть, то видите, как раз наш выбранный цвет и выводится на экран при клике. Это говорит о том, что задачу мы сделали верно. Переходим к задаче номер 6. Она уже немножечко сложнее. Нам в этой задаче нужно будет выбрать какой-либо цвет и при клике менять фон этой кнопки. Решение данной задачи я буду писать в теле функции, то есть вот тут. Также в ней я заранее уже получил наш выбранный цвет в переменную v6. Все, что мне осталось, это поменять цвет кнопки. Как я это сделаю? Я возьму нашу кнопку. У кнопки вызову style, а потом вызову конкретный стиль background, ну то есть фон. И в наш фон присвою переменную v6. Данная конструкция уже дает полноценный ответ. Если я кликну, цвет кнопки поменяется. Выберу какой-либо другой цвет и кликну повторно,
Цвет точно так же поменяется. Переходим к следующей задаче, а именно задача номер 7. В этой задаче мне нужно брать цвет из поля ввода и использовать его для изменения цвета текста. Ну, то есть сейчас у нас, допустим, вот такой цвет. Я выберу красный и нажму на кнопку, и цвет текста кнопки меняется на красный. Ранее на уроках мы никогда не меняли цвет текста, но в задаче я указал конкретное свойство, с помощью которого вы сможете это сделать. Надеюсь, вы смогли догадаться, как это использовать. Ну а сейчас мы проверим, сделали ли вы правильно или нет. Значит, мне нужно решить задачу номер 7, и я перехожу к седьмой функции. В ней, видите, заранее уже получил наш цвет. Мне нужно менять цвет кнопки. Значит, я беру наш btn7 и говорю Style. И далее ставлю точку и выбираю конкретный стиль. Стиль Color. В него присвою следующее, в него присвою V7. Ну, то есть выбранный цвет в нашем инпуте. И в такой конструкции, если мы проверим, я выберу другой цвет, нажму на кнопку, увижу, что цвет кнопки поменялся. Кликну еще раз, и опять поменялся. Переходим к следующей задаче. Задача номер 8. В этой задаче нам нужно было создать тег h1 с текстом hello. Вот он. И работать оно должно следующим образом. Я буду выбирать какой-либо цвет в нашем инпуте, и при клике на кнопку буду менять фон нашего текста. Для этой задачи я уже все также заранее подключил и создал. Вот оно. И также в теле функции получил наш выбранный цвет в переменную v8. В этой задаче мне нужно поменять фон нашего тега h1. Тег h1 это out8. И чтобы поменять цвет фона, я использую style .background и говорю, что наш фон текста будет равняться переменной v8. Ну, то есть нашему выбранному цвету. Когда мы проверим, как это работает, то при клике я увижу, что наш фон меняется. Вы, кстати, заметили, что в данном случае я поменял цвет именно у тега h1. Ранее мы меняли цвет у кнопок. Если немножко подумать, то мы можем прийти к выводу, что в JavaScript мы можем менять стили любого тега. Нам для этого нужно только подключить его. А далее с помощью style. Выбрать и поменять соответствующий стиль. Имеется в виду, если я захочу поменять, например, фон инпута, я здесь вместо div поставлю input и запущу функцию еще раз. И как мы увидели, у нас меняется наш фон в этом инпуте. Переходим к 9 задаче на сегодня. В ней нам нужно было создать 3 поля ввода. Это я уже также сделал. И работать оно должно следующим образом. Нам нужно прочитать содержимое всех полей ввода и посчитать среднее арифметичное. Среднее арифметичное это все вот эти поля ввода мы друг с другом плюсуем, а потом в общем сумму делим на 3. Решение данной задачи буду писать в теле функции fun9. В ней, кстати, я, видите, также получил уже все данные всех наших полей ввода, и каждое поле с помощью плюсика переобразовал в число. Ответ буду писать ниже, и как это будет выглядеть. Возьму наш div, куда я буду выводить. С помощью inner.html присвою к нему следующее, а именно данные из первого поля ввода плюс данные из второго поля ввода плюс данные из третьего поля ввода. Потом все это мы разделим на 3. Не забываем, что деление имеет приоритет, и в данной конструкции оно будет выполняться первым. Если я хочу, чтобы сначала мы посчитали сумму наших 3 полей ввода, то мне нужно взять их в дужке.
И вот уже в данной конструкции это будет работать верно. Если мы проверим это, ну, напишу 20, 30, 40, то при клике я получу 30, и это говорит о том, что мы задачу сделали верно. Также хочу подметить, что в некоторых задачах я специально добавляю математику, ну, чтобы мы немножечко ее вспоминали. И это не просто так. Математика может сильно ускорить решение некоторых задач. Также добавлю, что вам не нужно знать прям максимально хорошо математику. Ну, то есть там логарифмы, косинусы можете вообще игнорировать, про это не думать. Все, что вам нужно знать для этого в математике, это как работает плюс, минус, деление, умножение. Еще степень иногда пригодится. Более сложной математики у вас не будет. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.